Портативная зарядная станция Volix P300. 256 ватт часов емкость, 300 ватт мощность, 600 пиковая, еще и с чистой синусоидой. Да, вот такой вот малыш, очень классный. И знаете, вот эта станция, она отличается от того, что я делал из маломерного раньше. То есть раньше я делал, кстати, All Powers S200, и там как бы формат вообще прикольный, маленькая SQI зарядка, но там не было чистой синусоиды. И это литий, железофосфатная станция, не просто литиевая, маленькая станция с режимом источника бесперебойного питания. Теперь смотрите в режиме UPS. Тут вообще очень классно все работает. Сейчас от него вот включен туда телевизор, 55-ка мощная. Она потребляет 82 ватта. Да, это вот такой момент. Если вы уменьшите яркость, он будет потреблять меньше. Но тут хочется отметить. Видите, здесь сейчас, если мы сначала отмечали о том, что заряд 268 ватт, да, у нас берет, то здесь идет 268 плюс 82. Ну, грубо говоря, там он постоянно плавает. Это же о чем говорит? О том, что он заряжается на максимальной мощности и плюс пробрасывает дополнительную мощность для телевизора. Мы видим здесь значочек UPS. Он работает сейчас в режиме UPS. Если я сейчас прям выключаю, смотрите, я выключил, у нас по нолям телевизор не моргнул, не выключился. Смотрите, включил, он продолжит просто-напросто работать дальше. Смотрите, он пошел набирать обратно заряд. Еще раз выключить? Вообще сейчас, подожди, пускай он input пойдет выше, чтобы люди понимали, что мы не обманываем, что здесь есть UPS, синхронизирует на инверторе, и будет, сейчас он пойдет вверх. Смотрите, 19, 20, 83, видите, пошел. Так работает инвертор. 96, 133, 337, 350. Все. Есть, смотрите, выключили. Что, телевизор моргнул, а если я выключу так, то телевизор выключится. То есть UPS рабочий. Переходим дальше. Вот так вот он работает. А еще тут есть один секрет. Дело в том, что можно эту power-станцию чуть расширить емкость. Можно чуть расширить емкость, потому что у нас есть XT60 экстендер. Да? И давайте посмотрим, что у нас есть именно на самой power-станции. У нас есть, вот, пожалуйста, 12-вольтовый DC output. То есть мы можем сюда подключать все, что угодно до 120 ватт. То есть здесь 12 вольт, 10 ампер. Кнопочки управления DC, кнопка управления просто-напросто питанием и кнопка управления AC, это вот этой вот розеткой. Розетка 220-230 вольт с чистой синусоидой до 300 ватт регулярной мощности. Сбоку у нас есть вход под 220 зарядку, при этом заряжается она со скоростью, вернее с мощностью до 300 ватт и может заряжаться вместе с солнечной батарейкой. Да и не только солнечной, вы можете через него заряжать от машины, например, просто-напросто купить специальный переходник, именно автомобильная DC-шка на вот такую вот XT-шку, и все будет хорошо. Как расширить? Расширить очень просто. Клещи, XT-шка, вставили аккумулятор литий железофосфатный, например, на киловаттик, кинули, и она будет спокойно до 110 ватт брать из сети и дозаряжать просто аккумулятор, либо в режиме проброса работать. Представляете? То есть можно, в принципе, иметь достаточно нормальную емку этого аккумулятора, именно этой зарядной станции, с помощью расширителя. Если вы понимаете, для чего вам эта станция нужна. А эта станция нужна конкретно для маломощных компьютеров, для роутеров. Например, для ноутбуков мы эту станцию купили лисички наши. Она сюда подключает свой Asus TUF A15 плюс роутер плюс оптический терминал. И спокойно в блэкауте, да, когда электричества нет, она работает на компьютере. Плюс она еще заряжает, да, и что-то еще сюда, лампочку, да, свет включаешь через Type-A, да, по-моему, у тебя такие лампочки мы покупали когда-то. Это очень удобно. Заряжается она от 0 до 100 за 1 час. Если вы используете плюс, допустим, солнышко, то, конечно же, будет немножечко быстрее, но рассчитывайте на 1 час. Но перед тем, как мы перейдем и посмотрим приложение, будем ее тестировать дальше, мы с вами подписываемся, нажимаем колокольчик и перейдем на сайт производителя, посмотрим, где я покупал, как ее можно купить дешевле, потому что промокоды разместил в описании под видео, сайты, откуда покупал, разместил в описании под видео. Для жителей Украины вообще украинский сайт All Powers есть, и все остальные power-станции тоже там можно покупать, и не морочиться с NP-шоппингом, да? Поэтому переходим, а потом вернемся сюда к power-станции. Подписываемся.
All Powers Volex P300. Power-станция 256 Вт. Это небольшая Power-станция. Стоит она 175 евро в Европе. Что на сайте для Европы, что для Германии. В Украине можно купить на официальном украинском сайте, который доставляет из Польши. Но при этом вы не делаете ничего через NP Shopping. Что делать при покупке, чтобы сэкономить? Использовать промокод Технозон. Идем, добавляем в корзиночку с вами. Переходим, ну у меня здесь уже две, короче, поэтому мы одну пока поставим. Вот, заходим в корзинку, нажимаем чекаут. У нас здесь промокод Технозон вбит на 10%. Кстати, Технозон дает скидочку, смотрите. Вбиваем сюда промокодик Технозон. И будет у нас счастье в виде скидочки, которую вы потратите на доставку, если вы заказываете через NP Shopping. Я через NP Shopping, пожалуйста, All Powers себе заказываю постоянно и доставляют все отлично. Если хотите в Украину заказать, то, пожалуйста, прямой сайт. На цену не смотрите 11 499, она будет меньше при первой покупке. Если у вас нет первой покупки, то используйте промокод Технозон, будет тоже скидка. В принципе, все в описании под видео, ссылки, промокоды, используйте, будет вам. Но, сразу предупреждаю, при покупке с солнечной панелью будут проблемы с доставкой. Солнечную панель наша таможня в Украину пропускает крайне хреново. Поэтому заказываем чисто Power-станцию. Теперь посмотрим, что заявляется у нас производитель. Это чистая синусоида. Это литий железофосфаты. 256 Вт-часов, 300 Вт мощность, пиковая 600. И он не подходит для холодильника. Он подходит для, например, телевизоров, роутеров, для питания каких-то маломощных компьютеров стационарных, либо любых ноутбуков. Он подходит для питания, там, для зарядки смартфонов, конечно же. И, в принципе, небольшая станция для каких-то там, для планшетов, для всего чего угодно. 4000 циклов зарядки до 80% деградации. Это очень много. Его хватит на десятки лет, на десяток лет, так уж точно. За 1 час заряжается от 0 до 100. У нас есть евро-розеточка, вот, пожалуйста, она легкая, ее можно переносить. У нас есть UPS, он может работать в режиме OPS, то есть источник бесперебойного питания на тихое, до 30 дБ. При этом она может заряжаться от солнышка. От солнышка она заряжается максимально 110 Вт, 12 и 24 вольта она заряжается тоже 110 Вт максимально. И, в принципе, хорошо подходит для путешествий. Кстати, здесь про OPS пишут 20 миллисекунд время реагирования и всего лишь 3,57 килограмма. Честные Power-станции по емкости спокойно можно рассчитать по элементам, которые они используют. То есть тут вообще вопросов никаких нет. Ребят, ссылочка в описании под видео, а мы сейчас с вами перейдем и немножечко ее потестируем. Что, посмотрели? Смотрите теперь по индикации. У нас есть input индикация, есть output, есть остаток заряда в процентах и именно вот такой вот, видите, остаток в днях, часах, минутах. Как вообще рассчитывается, допустим, да, вот эта Power-станция, как вообще рассчитать, на что вам ее хватит? Например, ваш ноутбук потребляет 65 Вт. Здесь есть 265 Вт-часов, или 264, не помню уже. И вы подключаете и получаете, это 65 он берет в максимале. В среднем 30-35 при поддержании заряда. 30 Вт это почти на 8 часов работы ноутбука, ультрабука хватит с головой. Плюс роутер, пускай там 15 Вт, с оптическим терминалом 20. Пускай это будет вместе 50-60 Вт, и это вам спокойно на 5-6 часов хватит с головой. С головой хватит, потому что роутер это я, конечно, так чуть-чуть еще даже больше взял. Зажимаем. Ну, сейчас смотрим. DC output. У нас включился Bluetooth. Мы нажимаем в приложении Bluetooth добавить. Давайте следующий шаг. И мы видим Volex P300. Да, Wi-Fi как такового нет, но через приложение вы управлять станцией спокойно можете. По скорости заряда вы уже поняли, да? Теперь смотрим Volex. Есть. У нас здесь есть тоже индикация Input-Output. Можете включать модули, выключать модули. Видите? Она 50-герцовая. В самих настройках вы можете включить быстрый режим зарядки, она будет заряжаться еще быстрее, вы сейчас видите скорость зарядки быстрой. У нас есть тихий режим, это она будет очень медленно, она заряжалась в стандарте 286 Вт, пожалуйста, вы тоже это видите. И быстрый режим тоже. Есть эко-мод, это значит она будет выключаться через определенный период времени. И в принципе, ну, firmware апгрейд сразу не идите, это инженерный апгрейд через код. Поэтому можете спокойно использовать. Хотя это вот в пределах одной квартиры через Bluetooth настроили и будет вам, скажем так, счастье. Давайте мы сейчас с вами, наверное, пойдем и протестируем стандарты быстрой зарядки, которые он дает. Да? И уже после этого
мы с вами будем, кстати, не только, мы, наверное, еще и мощность ее тотальную протестируем, да? После этого будем делать выводы. Тест мощности. Я вам сейчас показываю, смотрите, она сейчас берет 300, вернее, отдает 345-350 ватт. О чем это говорит? Мы сейчас с вами сразу же проверяем, смотрите, на Type-C у нас отдает 100 ватт через Power Delivery 3, пожалуйста. И у нас есть вот такой вот осветитель. Каждая из этих штук по, сколько там, по 100... 25. По 125 ватт, да, по 125 ватт каждый из выключателей. То есть я могу сейчас выткнуть Type-C, и у нас будет 228-230 ватт. Она спокойно держит. Я буду выключать по одной, смотрите, и мы будем доходить вниз. Видите? Падает, падает. Не, по 80 ватт каждый. Они у нас там разные, да? И вот, пожалуйста, мы ушли в ноль. То есть станция абсолютно честная, она спокойно держит нагрузку. Какие она держит стандарты быстрой зарядки? Давайте я вам сейчас покажу, чтобы вы сразу понимали, о чем идет речь. Так, нашу нагрузку убираем. Где у нас тут Type-C in? Включаем Type-C in. Смотрим сразу. Power Delivery 20 вольт, 5 ампер, 100 ватт PPS. При том, что она реально держит 130 ватт. 130 она вытягивает, хотя не советую этого делать. 100 ограничения. И есть у нас МТК PE1.1, PE2.0. Эти два порта 18-ваттных, да, и они и показывают нам QX Charge 2 и QX Charge 3. Так, смотрите, ну, будет в перевернутом чуть-чуть виде. Apple 5 вольт, 2,4 ампера, BC, DCP 5 вольт, 1,5, QX Charge 2 до 12 вольт, QX Charge 3 до 12, Samsung AFC 9 для FCP 9 вольт, и МТК PE1.1, PE2.0 нет здесь. Как и в первом порту. Смотрите. Включаем. И имеем с вами вот такие вот дела. То есть то же самое, абсолютно то же самое. Станция честная, ребят, она абсолютно хорошая, честная станция. Давайте уже, наверное, проходить и делать выводы все-таки, да? В качестве выводов, ребят, рекомендую. Небольшая портативная станция, которая, давайте так, подходит для путешествий. Я в машине такие тягаю, у меня есть еще S700, да, где-то стоит. Я такие с собой в машине тягаю. Мы используем для роутеров, для каких-то терминалов. Допустим, в магазине у себя у меня стоит S2000 Pro у меня в магазине. И стоит вот такая вот тоже. Она стоит на терминал, на роутер дополнительно. Если S1500 у нас, вернее S2000 Pro на 1,5 киловатт, она обеспечивает нам свет, обеспечивает нам зеркальное освещение. То вот это вот спокойно справляется с терминальной частью, с, допустим, там, что у нас там еще? У нас там терминал получается. Чековый принтер и роутеры с оптическим терминалом, с вибер-терминалом. И все у нас работает. Учитывая то, что есть UPS 20-миллисекундный, вообще отлично. Для выравнивания, скажем так, напряжения, имеется в виду, у нее есть защита от овервольтажа, от оверампеража, да, там и тому подобное. Она будет уходить в защиту, если что-то в сети не так, как и любой остальной ограничитель, который есть там, допустим, да, у нас на рынке. То есть, если будет падение, допустим, вольтажа в сети, она отключится с ошибкой E209, либо E2, либо будет слишком высокий вольтаж, она отключится. То есть, она сохранит конкретно целостность ваших устройств, которые через нее подключены в режиме UPS. И это очень ценно для нас. Поэтому для блэкаутов очень рекомендуем. В принципе, ссылки все в описании под видео. Промокодик тоже. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.